Практически любое путешествие откладывает отпечаток в наших душах. Но в этот раз я пережил такое, что разделило мою жизнь на до и после. Путь, который я прошел, это не просто геоточки на карте, не просто города. Это дорога, способная перевернуть все наши представления о бытие и скомкать ценностные ориентиры. И дело не только в истинной природе этих мест. Я сегодня расскажу о 3 городах – Ани, Ван и Карс. Каждой ночью к водам Вана кто-то к берегу идет, и без лодки средь тумана смело к острову плывет. Ахтамар – некое поэтическое переложение древней армянской легенды. Вдруг поток шипя крутится, за пловцом бежит во след, но бесстрашный не боится ни опасности, ни бед. Фабула, на первый взгляд, достаточно проста и романтична. Влюбленные, которые не могут быть вместе, борьба со стихией и роком, фатумом, подлые предатели и трагический финал. Но о любви ли легенда? Или тут есть и иной смысл? Что ему угроза ночи? Пены, воды, ветер, мрак, точно любящие очи перед ним горит маяк. Под покровом ночи, чтобы охрана не видела, Тамар выходила к берегу с факелом. Огонь служил ориентиром для возлюбленного, и плыл он без лодки и плота, дабы максимально быть незаметным. Растоптали люди злые, ярко блещущий огонь. Небеса молчат ночные, тщетно свет ищет взор. Свет пламени служил юноше оберегом от темных вод, что раскрывают ночью врата в подземные миры. На рассвете встали волны и примчали бледный труп, и застыл упрек безмолвный. Ахтамар среди мертвых губ. С той поры минули годы. Остров полон прежних чар. Мрачно смотрит он на воды и зовется Ахтамар. Может, это некая аллегория, что без цели человек утонет в пучине бытия, без ориентиров он может сойти с пути и пропасть. Или может о просвещении, дело в свете знания и погибельной темной неграмотности. Меня зовут Сергей Митрофанович Городецкий. Я родился в 1886 году. С 1914 по 1919 год я был журналистом на Кавказском фронте. Известному русскому поэту Сергею Городецкому довелось в годы Первой мировой войны побывать у вод Ванского озера, где он написал: «Душа огромная, как море, дыша, как ветер над вулканом, вдыхает огненное горе над разоренным раем Ваном». Ван – это один из древнейших городов мира. Его назвали Тушпа, Топс, Ван-Топс и Ван. Находится на берегу одноименного озера. Первые упоминания датируются IX веком до нашей эры. Непобедимое сияние и неподвижные руины, развалин жуткое зияние, свист немолчный, соловьиный. И вот я медленно подплываю к острову Ахтамар, вспоминая легенду, которая сейчас удивительным образом кажется пророческой. И те, кто ее создал, по сути, предвидел, как душа острова Ахтамар после расцвета будет медленно погибать, погрязнув в царстве предательства, разрушения и горя. Как жертвенное счастье, как сладкое мучение, народной гибели участие, с тенями скорбными общение. На этом клочке земли среди озера Ван нет больше замка Тамар.
уцелели лишь обломки циклопической крепости, развалины порта и уникальная кафедральная церковь Святого Креста, в которой можно обнаружить еле заметные, побледневшие, размытые то ли дождем, то ли слезами покидавшего эти места народа фрески. Луна лавины света рушит. В садах от лепестков дремотных исходит ладан, душу душит. Среди цветов толпа бесплотных. И слеет марево враждебных сил, и цепи ржавые спадут, как сон, заветный ван и синий Ахтамар в тебе вернутся из былых времен. Бродя по развалинам города Ван, тебя захлестывает эйфория от увиденного. Гордость, радость наполняет твой бокал счастья. Но этот коктейль ощущений не сладок. В нем также примешана печаль, растворена тоска и грусть. И стараясь хоть как-то не захмелеть, ты заставляешь свой разум выдавать тебе отрезвляющие истории. Некие мудрые легенды, отвлекающие от пошлой реальности. И вот одна из таких волшебных легенд вырисовывается в памяти, когда ты стоишь перед дверью богов. Утес Магеридур. В переводе «Дверь Магеря». Меня зовут Армин Теофил Вегнер. Родился 16 октября 1886 года. Я писатель. Согласно армянской мифологической традиции, Мегер-младший – герой, совершающий подвиги, ищущий справедливости, правды и гармонии. Но встреча его со своим отцом, Давидом, которого он ранее не видел, моментально переворачивает его жизнь. Мегер вынужден принять бой, подчеркиваю, не зная, что это его отец. Униженный проигрышем, Давид проклинает сына, обрекая его на бездетность и вечную жизнь. Жестокий Рок сыграл злую шутку, и Мегеру не удалось победить несправедливость. И, повинуясь завету своих прародителей ждать наступления всеобщего блага в скале, он закрывается, как говорится, до лучших времен. В 1915 году, во время войны, был сначала членом германской санитарной миссии на Дарданеллах и в Константинополе. И здесь я понял, что тема несправедливости преследует меня всю поездку. Она легла лейтмотивом всех размышлений. Прошло много веков и пройдет еще немало, а мысль о несправедливости будет по-прежнему будоражить умы. И не сомневаюсь, будет актуально, как сегодня. Здесь же в июле-августе 2015 года я использовал свой отпуск, чтобы поехать в Малайзию и лично убедиться в достоверности слухов о резне. И тут любой здравомыслящий человек вне веры, религии, конфессии, вне политики задаст один и тот же вопрос. Как это может быть? Я видел многочисленные лагеря депортированных в пустыне, в самых разных местах, царящее там горе и ужасные эпидемии. Ведь в этом регионе, следуя архивным записям, находилось 2528 церквей, 451 монастырь и около 2000 школ. Сейчас не осталось ни одного монастыря. Раненые и разорванные кое-как стоят несколько церквей. Возьмем хотя бы столицу древнего армянского царства Аны. Это был богатейший город, крупный промышленный центр. В нем бурно развивались экономика, культура, политика, ремесла, торговля. Аны считался городом 1001 церкви. А сейчас вот что здесь осталось. Под ним, как тучи, темен и тяжел, сбираясь по долинам голубым, с испепеленных, разоренных сел струился молчаливый душный дым. И, на мой взгляд, неверно обвинять в этом народ в целом. Это дело рук конкретных людей, и опять-таки дело не в религии или культуре. Это просто ширма, за которой вершится политическая воля. Весной 1915 года турецкое правительство приступило к осуществлению своего чудовищного проекта
уничтожение 2,5 миллионов армян. Они погнали целый народ – женщин, стариков, детей, беременных женщин, грудных младенцев в пустыню Аравии с единственной целью – обречь всех на голодную смерть. Наивно звучит, казалось бы, логичный вопрос. Как же мировое сообщество в виде истребления нации не вмешалось? И жесткий лицемерный ответ. Европе не до того, она утопала в своих проблемах, Первая мировая бойня и все в этом духе. И где-то по тропиночке брели, измученные, истерзанной толпой последние наследники земли, в тоске изнеможения слепой. С чего все началось? Ни для кого не секрет, что у Германии был план и амбиции стать мировой державой, щекоча нервы англичанам и сильно их раздражая. Прогресс дошел до того, что у кого нефть, тот и рулит. Ведь дизельные военные агрегаты нуждались в питании. А где нефть добывается? Правильно, на востоке. Значит, что нужно? Проложить железную дорогу от Берлина до Персидского залива. И совершенно логично, что это серьезно беспокоит Англию. Невыносима мысль, что сотни тысяч мирных, беззащитных граждан были подвергнуты людьми же немыслимым по зверству истязаниям. С чувства, с которым стоишь на месте погрома, ни с чем не сравнимо по горю. Англо-германский конфликт из-за немецкого проникновения в район Персидского залива считается одной из причин Первой мировой войны. Я не случайно вам рассказываю, казалось бы, отвлеченные факты и отошел от сути. Нет, просто это кусочки пазла, складывающиеся в одну картину. Итак, железная дорога пролегала через Турцию. Я уже был груб сердцем от впечатлений войны, но когда горное солнце осветило беженцев, я не мог удержаться, и из моих глаз хлынули слезы. И я понял, что такое народное бедствие. И моя служба превратилась в служение. Из документа от 1911 года Шапко к Сазанову. Усиление Турции, в особенности ее военного могущества, является одной из главных задач германской политики последних лет, направляемой к привлечению Отtomанской империи в сферу Тройственного союза. Еще я мог побыть живыми при свете солнца в полдень знойный, но над полями горевыми поднялся лик луны спокойный. Чтобы окончательно заинтересовать Турцию и получить помощь в осуществлении своего замысла, Германия предложила план решения армянского вопроса посредством переселения армян в Аравийскую пустыню. Оправдывать это необходимостью предоставления им новых мест жительства, конечно, является издевательством над человеческими чувствами. Армяне на тот момент активно боролись за свое существование, их права были грубо нарушены, они не могли учиться, не могли служить на госслужбах, постоянно подвергались разного рода унижениям, как христиане платили дополнительные налоги. Пользуясь этим фактом, европейские друзья в лице Англии активно помогали братьям-христианам поднимать мятежи, создавая массу проблем для турецкого правительства. Очевидно, что на тот момент Англия, как никто другой, была заинтересована в дестабилизации турецко-немецких отношений. Ангел Армении. Он мне явился в блеске алых рис над той страной, что всех несчастней стран. Одним крылом он осенял массив, другим седой от горьких слез Сипан. Армяне упрямый народ, и даже понимая, что серьезно рискуют, они продолжали настаивать на своих интересах. Не знаю, стоило ли так радикально сражаться, или все же нужно было дипломатически, нажимая на разного рода рычаги, попробовать по-иному решить конфликт. Хотя последний вариант чистой воды утопия, если немного знать тех, кто был тогда у власти в Турции. Возможно ли с подобным, как Султан Гамид, при власти которого было убито больше 500 000 человек, о чем-либо договориться? Наверное, все-таки абсурд. Или с теми, кто пришел после него, называвшие себя младотурками, у которых в голове зрели идеи пантюркизма и завоевания земель от Средиземного моря до Алтая. Возможно ли с ними договориться? Не знаю. Англичане кричали: как можно, так нельзя, надо свергнуть такое правительство. Лорд Гладстон постоянно возмущался, распаляя христианское население. И армяне, видимо, надеялись на помощь извне, которая, как обычно, в самый ответственный момент вдруг как-то поменяла свои планы. Они проходят вереницей,
и каждый в дом былой заходит, как кузник, связанный с темницей, меж стен обуглившихся бродит. Талат открыто заявил о намерении очистить страну от внутренних врагов христиан и просил не вмешиваться во внутренние дела. Как вам такая формулировка? Должностные лица, офицеры, солдаты, кочевники соперничали друг с другом в своих кровавых оргиях. Путешественники, проходившие по этим дорогам, отворачивали глаза, полные ужаса. Господи, не дай повториться подобным злодеяниям. Интересно, в чьей все-таки голове назрел план просто тупо физически уничтожить и изгнать целый народ, который всегда жил на этих землях, а турки пришли сюда совсем недавно. И очень удобно, что христиане. Есть на чем сыграть. Рыдание сердца заглушая, хожу я с ними между ними. Душа, как звездный свод большая, поет народа скорби имя. Турецкие власти сейчас просят доказательств. Но они верно шутят. Пусть прочтут одну только шифровку НВР от 27 февраля 1915 года, где черным по белому написано: «Всех подданных Османской империи армян старше 5 лет выслать из городов и уничтожить. Всех служащих на военной службе армян изолировать и расстрелять». Но все это лишь незначительная доля того, что я видел сам. И 14 ноября 2014 года шейхул Ислам объявил армянам джихад. И с этого момента можно официально считать началом физического истребления армянского населения. Хотя задолго до этого уже широко практиковали грабежи и насилие. Под ним на дне ущелий в бездне гор, в тишине тронутых полян, как сотканный из жемчугов ковер, сияли кости белые армян. Жадность, алчность, жажда власти мегадержав приводит к неисправимым трагедиям. И я так понял, человечество ничему не учится. Все повторяется как по учебнику. И одна надежда говорить об этом, напоминать, заставлять хоть на минуту задуматься. Вдруг что-то шелохнется. И мне странно, что современное турецкое правительство так яро защищает военных преступников, чья вина доказана судом. Мне понятно нежелание платить контрибуцию и все, что с этим связано. Но это очень опасная игра в масштабах всего человечества. Эрдоган, премьер-министр Турции, заявил: «Мы не позволим клеветать на народ». А кто говорит о народе? Я конкретно имею в виду нескольких преступников, которые причастны к массовым истреблениям, и какой они национальности мне глубоко безразлично. Обобщение в целом неблагодарное дело. Я говорю конкретно о Гамиде, о верхушке партии «Единение и прогресс», Талат Паше, Джемаль Паше, Мустафе Кемале. Вот был народ и нет. А сколько так ушло? Языков, культур. И что нас ждет впереди? Восстань, страна, восстань, а я стан. Вот радугу я поднял над тобой. Ты всех земных была несчастней стран, теперь счастливая осенись судьбой. Блуждая мыслями по ухабам истории, я не заметил, как оказался у известной цитадели города Карса. Сам город предположительно основан в IV веке. С X века Карс – столица Армении. С кем только этот город не воевал. И с Византией, и с монголами, и с сельджуками. В XVI веке захвачен османами и на долгие годы превращается в центр ожесточенных боев многочисленных русско-турецких войн. Стратегическое положение Карса таково, что это единственный межгорный проход к Эрзуруму. Из писем участников войны на Кавказе. Казак Могильный, во время разведки, отбившись от своих товарищей, наткнулся на неприятеля. Чтобы предупредить своих об опасности, Могильный спешился и открыл огонь. Лошадь у него вырвалась и ускакала. Турки взяли Могильного в плен. Через несколько дней его нашли в курдском селении живым, но с отрезанными руками. Народ ограблен до последней нитки. Молодые люди убиты, женщины уведены в плен. Остались одни дети и старики, и те голые, оборванные, босые. Турки при отступлении своем жарили армянских детей и женщин в тандырах, приговаривая: «Вот шашлык для русских войск». Город осаждали более 30, а брали штурмом не менее 10 раз.
В итоге в 1878 году Карс вместе с окружающими областями отходит к Российской империи. После поражения Турции в Первой мировой войне в город вступили англичане, а затем его передали Республике Армения. Армянским войскам пришлось почти непрерывно вести в области боевые действия как с внешним, так и внутренним врагом. В 1920 году в Армению пришла советская власть. С установлением военно-политического союза между большевистской Россией и кемалистами дни армянского Карса были сочтены. В 1921 году по Карсскому договору исконно армянские земли советская власть отдает Турции. Страшнейший дипломатический провал пытаются оправдать тем, что Ленин рассматривал Турцию как своего важного революционного союзника на Востоке. Чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин. Чтобы они также любили свой народ, как любил Ленин. Ответственным тогда за переговоры поставили Сталина. И не случайно, что много лет спустя, на исходе Второй мировой войны, он поднимает вопрос территорий и официально требует от Турции вернуть земли. Наверное, компромисс с турками в ночь на 9 марта 1921 года не давал ему покоя. Вот такая зарисовка путешествия по Западной Армении. Но кроме моих ощущений, интересно, что думают потомки тех, кто пережил резню. Мы там увидели очень красивую страну. Настолько даже, что не ждал, что она такая красивая. Особенно озеро Ван и окрестности. Очень жалко и обидно, что мы ее потеряли. Причем она такая уже исламизированная, эта страна. Везде турецкие флаги, во всех лавках, магазинах. Портрет Ататюрка. Они очень подчеркивают, что она исламская. Не смейте как бы говорить, что она когда-то была христианской, армянской. Уничтожая культуру автохтонного народа, потом можно сказать, что так оно и было. Ну, то бишь ничего и не было. Мне больно за армянские церкви, которые только с виду напоминают об истоках. Внутри же или переделаны, или заброшены. Здесь четко прослеживается, что турецкое правительство пытается фальсифицировать историю. И, наверное, самое обидное не столько тотальное разрушение, как ни парадоксально это звучит, как подмена. Если ранее на территории Западной Армении просто все сносилось и стиралось, и потеряв эти земли, армяне потеряли пласт культуры, то сейчас армянское наследие восстанавливают, в кавычках, случайно не соблюдая каноны и не сохраняя ровным счетом ничего от первоисточника. Новодел с явными признаками иной культуры. Хитро, не правда ли? Я сильно потрясена, но все же горда тем, что пусть и на чужой земле, но у нас и сохранилось большое культурное наследие. Вот, к примеру, есть такая церквушка, которая совсем недавно служила местным жителям как хлев. До сих пор там стоит запах, свидетельствующий о присутствии братьев наших меньших. Но после того, как ЮНЕСКО включил этот полуразваленный храм в список всемирного наследия, местные смекнули и быстренько перевели ослов и баранов в другое место. А здесь уютно обосновали магазин для туристов, с гордостью показывая, мол, видите, мы даже купол покрыли листами железа. Мол, заботимся. Позолотите ручку. Меня охватывает ужас, когда я представляю, что им пришлось пережить.
Жаль, что нельзя открыть границу, благодаря чему было бы гораздо проще прикоснуться и побывать на земле предков. С этими волшебными местами, а точнее с городом Ван, связан миф об Ара Прекрасном, в армянской мифологии умирающий и воскресающий бог, и богини любви и сладострастия Шамирам, она же Семирамида. В эпосе Ара Герецик, сын Арама, выступает царем армянского государства, а Шамирам – царицей Ассирии, которая влюбляется в Ара Прекрасного, но, получив отказ, идет войной на Армению. В бою Ара погибает. По просьбе Семирамиды Аралезы, духи, явившиеся в виде крылатых собак, зализывают раны возлюбленного и воскрешают его. И было бы здорово, чтобы, подобно герою эпоса, эти земли воскресли и задышали. И армяне, наконец, обрели бы тот самый потерянный рай.